Если хочешь знать правду, нажми подписаться и ставь лайк прямо сейчас. Сегодня поговорим про как Украина громит Россию в тылу и лишает ее денег, а также узнаем, зачем Зеленский поехал на Ближний Восток и кто вступил в войну на стороне Ирана. А начнем мы с российского террора Украины. Ночью оккупанты атаковали Одессу. Дрон попал в крышу здания роддома в Приморском районе. К счастью, персонал и пациентки успели укрыться. В результате удара частично разрушены этажи жилого дома, взрывной волной выбиты окна в нескольких кварталах. В частном секторе вспыхнули пожары, горели жилые дома. К сожалению, 2 людей погибли и еще 11 человек ранены. Дроны ВСУ уже третью ночь подряд атакуют Ленинградскую область. Поражены нефтяные порты Усть-Луга и Приморск. Оба являются крупнейшими в регионе и обеспечивают значительную долю экспорта нефтепродуктов России. В Санкт-Петербурге черный смог от горящих портов накрыл город. По прогнозам, роза ветров изменится только через 3 дня. Жителей просят держать окна закрытыми и по возможности носить маски. В Череповце украинские беспилотники атаковали ПАО «Северсталь». Один из дронов, вероятно, попал в доменный цех «Северстали». Завод продолжает гореть. «Северсталь» — это второй по величине сталелитейный комбинат России. Он производит широкий спектр продукции. Также в том же Череповце было успешно атаковано предприятие «Фосагро», крупнейшее в Европе предприятие по производству фосфорсодержащих удобрений. А в Смоленске украинские дроны прилетели в гости на Смоленский авиазавод. После атаки БПЛА он загорелся. На место прибыли пожарные и медики. Также украинские дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России. По данным мониторинговых каналов, удар достиг Славнефть-Янос в Ярославле. Этот НПЗ 4-й в России по объему переработки и, по оценке украинского генштаба, участвует в обеспечении армии. Его уже несколько раз обстреливали ранее. Территория завода по производству взрывчатых веществ успешно атакована в Чапаевске, Самарской области, этой ночью. Атака была совершена дальнобойной украинской ракетой ФП-5 «Фламинго». Этот завод расположен более чем на 1000 километров от границы с Украиной. Теперь переходим к другим новостям. Зеленский посетил все страны Ближнего Востока. В частности, он встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Они обсудили удары со стороны Ирана и блокировку Ормузского пролива. Президент ОАЭ также поблагодарил Зеленского за работу украинской команды в Эмиратах. Украина заключила ряд договоров с разными странами Ближнего Востока, оборонные контракты, а также договора в сфере безопасности. Спецоперация Трампа в Иране подходит к концу. Майк Джонсон заявил, что операция «Эпический гнев» вероятно близка к завершению. Но, похоже, Джонсон выдает желаемое за действительное. Война на Ближнем Востоке только набирает обороты. Иран подбил тайский контейнеровоз, который хотел пройти без разрешения через Ормузский пролив. На рассвете дроны атаковали главный порт Кувейта. Порт Шувайх ключевой для импорта товаров и работы внутреннего рынка страны. США начнут наземную операцию против Ирана. Решение принято, сообщают американские СМИ. А Иран мобилизовал более 1 миллиона человек на случай возможной наземной операции США. Также, похоже, хуситы вступили в войну на стороне Ирана. Хуситы атаковали ракетами Израиль, впервые с начала войны на Ближнем Востоке. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.